Привет, привет, дорогие мои друзья! Ой, какой-то сегодня странный денек выдался, хочу вам сказать. Сегодня пятница, выходной. Дело в том, что у нас пасхальные праздники и все, что с этим связано. Дети на таких коротких небольших каникулах весенних, связанных опять же с этим праздником. А у меня сегодня как-то день не задался. С утра я решил снять вам одно очень интересное место. Называется оно Праховские скалы. Это где-то в 100 километрах от меня. И когда мы туда выехали вместе с детьми, с Таней, проехали 100 километров в одну сторону, я понял, выйдя там, что, друзья мои, как-то холодно. И холодно так, что я, посмотрев на детей, понял, что я их просто... Они просто заболеют, если мы туда пойдем. Градусов 8-9, но ветер. Ой, в общем, пришлось вернуться. Без всего, не сняв, не погуляв, вернуться в город. Честно говоря, я очень расстроился. Вот такая нелегкая жизнь, фильммейкерская жизнь. И уже, казалось бы, ничто не предвещало, и я в полном расстройстве, что видео не получится. Я вспомнил о том, что сегодня-то у меня вечером встреча с одним очень интересным человеком в самом центре Праги. И вот сейчас 17:30, я отправляюсь туда, успею вам еще что-нибудь поснимать на закате солнца. Ну и что-нибудь интересненькое сегодня вам расскажу. Здорово! О, привет, привет, давно не виделись. Друзья мои, я хочу вас познакомить с моим другом Петром Банковым, который является известнейшим дизайнером и рекламным гуру. Сайтик его я оставлю в комментарии, посмотрите на его работы. Да, спасибо, друзья, спасибо. Мы идем узнавать, как ловить едя. Мы, собственно говоря, встретились почему? Мы встретились потому, что у нас есть один вопрос, который очень интересует Петра. Куда идем мы с пятачком? Большой секрет. Петр хочет начать рыбалить в Чехии по-настоящему. И для того, чтобы ему это начать сделать, ему нужно узнать некоторые тонкости чешской рыбалки. И, собственно говоря, мы идем к моему другому другу, который все эти тонкости чешский рыбак знает. И он ловит больших людей. Езей, карасей, карпов, ясь, да. Заворачиваем.
Привет! 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 Добрый день! Привет! Привет! We bop and hippity hop. I'm as happy as I can be. Whoa, boom, boom, and hippity zoom. Love is sweet, love is grand, works one. We bop and hippity hop. I'll never be a millionaire. Whoa, boom, boom, and hippity zoom. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I don't care. Друзья, мы пришли к моему другу Илье Лернеру, который владеет чудесным баром. Абсент-бар, да? Да. Абсинт-бар, вот, о котором я вам расскажу чуть позже в конце разговора, потому что вас ждет один очень большой сюрприз. А сейчас мы решили расспросить, потому что он знатный рыбак, о том самом вопросе, который у нас интересует. Не знатный, а заядлый. Заядлый рыбак. Поэтому мы сейчас его обо всем, собственно говоря, что интересует Петра, и расспросим. Скажи, пожалуйста, Илюша, как устроена вообще рыбалка в Чехии? Что нужно для того, чтобы, ну, скажем так, ловить рыбку? Ну, первым делом нужно желание. Ну, это понятно. А вообще-то вся рыбалка в Чехии платная. Бесплатных рыбалок нет. Для иностранцев рыбалка осуществляется только на платных водоемах. А эти все платные водоемы, они обозначены. Да, человек приезжает, покупает разрешение, лицензию и ловит там сутки, неделю. Там. Называется рыбник, да? Да, по-чешски это рыбник. Сукромый, частный. Да, частный рыбник. Есть рыбники, в которых оплата повыше, разрешают рыбу брать. А ты должен еще за килограммы за эти платить какие-то, которые там возьмешь? По-разному, на каждом... То есть нужно быть, друзья, внимательны, потому что приехав на один рыбник, может быть одно условие, приехав на другой рыбник, совершенно другое Да, условие. это надо все заранее. Более того, на многих рыбниках надо заказывать заранее. Потому что там есть определенное количество мест. Номер там 35. Все, ты должен сесть именно на это. А вот просто в речке половить рыбу как? В речке можно тоже по разрешению половить, но это разрешение очень проблемно будет покупать его. Это нужно союз рыболовов. Да, союз рыболовов, вступить и как бы купить это разрешение. Насколько я слышал, что для иностранцев это тоже как-то можно там заранее заказывать. Да, но, честно говоря, будет вам, друзья, проблематично приехать и как бы это все оформить. Гораздо проще прийти просто на какой-то платный рыбник, сесть там, половить рыбку. А что значит нельзя ловить? То есть ты выпускать должен рыбу? Да, поймал, сфотографировал, снял аккуратно с крючка, аккуратненько. Ага. А есть такие рыбники, где ты не имеешь права ловить с крючком с цевьем. Ага. А там просто заостренные. Чтобы не повредить, да, чтобы не повредить рыбу. И потом существует здесь особые правила. Ты не имеешь права ловить. На одном рыбнике разрешают 2 прута иметь, а на одном 3 прута разрешают иметь. Но в каждом случае человек должен иметь разрешение. Ну понятно. Вот приехало 5 человек, вы на 5 человек можете взять, допустим, 4 разрешения. Ну да. Или 5 разрешений, если по 2. То есть там везде разные условия еще, наверное, есть там. То есть, в принципе, кто-то может и удочки типа подержать, но это уже как бы на усмотрение личное. Да, это уже на личное усмотрение. Здесь очень следят за этим. Да, они чуть ли не с биноклем сидят за вами, смотрят с другого берега. Чуть ли не с биноклем. А прям с биноклем. Да. И у них камеры есть установлены везде. Даже так. Я вам постараюсь, друзья, накидать каких-то ссылок в описании к этому видео. Ну, может быть, какую-то страничку поиска, где забью, как правильно забить там рыбник, там частный и так далее. Вы потом откроете, увидите, какие рядом с Прагой есть. Да, там во многих, кстати, есть и на русском языке перевод. Правильно. Тем более, да, вы можете зайти на сайт и посмотреть, если вас это интересует. Ну, а скажи, пожалуйста, давайте поговорим о том, а что, собственно говоря, в Чехии водится-то? Что здесь ловят? На букву Ф. Все. Все. Ну, например, тут... И судак есть, и щука есть, и карп есть. В основном карп. Форель есть. Ну, это национально чешский. Да. Форель, карп. Форель, карп. Теперь осетр есть. Осетр есть? Да, во многих рыбниках.
Но его брать нельзя. Ну, еще сом есть, я так понимаю. Самы, да, самы есть достаточно крупные самы. Судак, да. Да, судак я сказал. Сказал. Лещ. Лещ. И плотва. То есть набор достаточно хороший. А вьюны есть? Винов нет, но угри есть. Вот угри гораздо вкуснее, чем вьюны. Вины? Нет, вины тоже вкусные. Пардон. Да. Вот Петя, кстати, хочет половить угрей. У него вот такая мечта, он хочет здесь как-то вот попытаться их поймать. Поймать настоящего угря. Да, Потому что ходят мифы и легенды о людях, которые здесь научились ловить больших, толстых, На удочку. аппетитных. Не на удочку. Он говорит, на удочку. Не, на закидушку только. На закидушку? Да. А я, вы знаете, для меня что удочка, что закидушка? Я вот не рыбак, это вот они, вот рыбаки. Да. Ну ты же, наверное, знаешь, просто правильный путь самый короткий в хороший рыбный магазинчик. Да, Всё проще. Макро это метры, которые в России. Ну, Чехия как бы в этом плане своя культура рыбная, и поэтому рыбы, которые в Макро продают, они очень дорогие. Да, согласен. Или Да, скажите, потому что морей-то здесь нет, морской рыбы практически. вот важный вопрос про карася. Потому что карась, он сильно волнует душу и сердце. Да, караси здесь хорошие, килограммовые, 1,5-килограммовые. И часто. Караси вот такие вот. А золотые либо серебряные? Нет. Какие? Серебряные, да? Ну, золотую я один раз поймал морену только. А кто это? Но морена есть такая рыба, как золотая рыбка. Вот такая вот примерно она. Она типа плотвы, но золотая вся. Есть такая, да, золотая, да. Ловил такую на Немане. Но это не морская морена, Да, там да, такая. да, это вот такая, да. Там Мурена. Понятно. Скажите, а самого крупного карпушу вы какого ловили? Да, самого крупного 13 килограмм. Это был мальчик, девочка? Ой, это какой Я с размер? ним так близко не познакомился. 13 килограмм, это какой же размер приблизительно был? 74 сантиметра. 74 сантиметра. Скажите, И ты его съел? Его ели все. а те, наверное, были у него кости, как у курицы, да? Да, кости. То есть он уже был, получается, не костлявый, да, за счет такого размера, он не маленький, не тонкие Нет, кости. конечно, Да, нет. и сразу, да, потому что все говорят, что карп, в общем, костлявая рыба, ну и действительно костлявая. Если он Нет, небольшой, чем крупнее чем карп, крупнее, тем это там самое. меньше костей. Да. Ну, может быть, он крупнее, он, там, не знаю, пахнет чем-нибудь, нет? Нет. Нет? Карпом пахнет. Карпом, чем же карп еще? пахнет. Вот, Слушайте, видите, а на какой что я. вы его поймали? На закидушку, либо на... Нет, я только на поплавчанку ловлю. Только на удочку. Да. А насаживаете? Насаживаю. Насад... Как когда? Насад... Тогда я поймал на опарыша с кукурузой. Ну, так звучит, что сам бы съел бы, да? Коктейль. Опарыш с кукурузой. Понятно. Ну, а сом какой-нибудь тебе там попадался, что? Вообще, самый такой твой улов здесь был? Какой? Самый, который тебе запомнился? Вот что? Ну, наверняка не карп все-таки. Карп это такой... Нет, как раз запомнился карп у меня больше всего. Больше всего, да? Да, но поймал... То есть это самое большое впечатление? Да, потому что я с ним боролся 40 минут. Ух ты. А кто помогал его? Никто. С очком ты надо один было был, его... да? С очком А, надо ты в было- этот момент был один? Да. Обалдеть. А как И, же... то есть даже не разделить с тобой, разделить счастье не было некому. Не, потом я позвал, прибежали. Но дело в том, что я уже был весь мокрый, я уже готов был полностью раздет. Я 40 минут с ним медленно утомлял его. Но он меня утомил, наверное, больше. Томленый карп. Томленый карп. Слушайте, друзья, ну, в общем, вот так вот вкратце, надеюсь, мы как-то изложили вам то, что здесь, как обстоит дело с рыбалкой. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы обязательно напишите в комментариях к этому видео. Мы постараемся в следующей какой-нибудь встрече вам ответить на все эти вопросы. Друзья мои, у нас для вас сюрприз. Мой друг Илья Лернер, хозяин бара Апсин бара, я вот сейчас
еще раз покажу, как это выглядит. Вы помните, я снимал видео про то, как я первый раз пробовал абсент? Это было именно здесь. Так вот, у нас для вас сюрприз. Если вы распечатаете купончик, ссылку на который я дам в описании к этому видео, и придете в этот бар, в этом году, безусловно. Отдадите этот купончик. Отдадите этот купончик. Официанты, вы получите 10% скидку на прекрасные напитки, которые здесь можно отведать. А именно абсент. Абсент замечательно просто. Но вы помните, сказочно. Так что приходите, друзья мои. Здесь вам будут очень рады. Ждем вас. Пока-пока. Пока. Azum,